Нередкая ситуация в практике мастеров кузовного участка. Автовладелец заменил бампер на новый, а оригинальный, немного поврежденный, оставил вам. Словно чемодан без ручки. И выкинуть жалко, повреждение незначительное, можно починить и когда-нибудь кому-нибудь продать. И нести неудобно, когда его там купят. И купят ли вообще? Рассмотрим возможности сервиса по ремонту пластиковых деталей. Меня зовут Александр. В ближайшие минуты я расскажу, насколько доступен и удобен Мерфюлен полимер. Это же передний бампер от Kia Rio. Таких машин огромное множество. Мы бросили клич среди киаводов нашего города. У кого есть живой левый передний угол бампера Rio? Через пару дней искомый фрагмент был в мастерской. На большинстве оригинальных пластиковых деталей есть маркировка, обозначающая вид пластика. Воспользуемся проводником в Мерфюлен полимер. Заходим на официальный сайт fulen-polymer.com. В закладке «Автомастерам» указываем маркировку английскими буквами ТПО. И система предлагает варианты присадочного материала. Смотрим. За 300 рублей производитель предлагает промо-версию, в которой 1 метр треугольного сечения и 30 сантиметров плоского для формирования замков. Купить можно здесь же, в интернет-магазине. Или сайт распознает, из какого города вы заходите в систему и предлагает не тратиться на доставку курьерской службой, а купить из наличия. Телефоны, картинки, карта города – все для вас. Здесь же ниже на карточке товара текстовое описание, видеоинструкция о применении этого материала, которую обязательно нужно посмотреть для ознакомления с технологией. Компания Fulen Polymer Rusland реализует линейку материалов для сварки пластиковых деталей широкого спектра по всему миру курьерскими службами. А период доставки от момента оплаты до получения в отделениях национальных почтовых служб России, Украины, Казахстана, Республики Беларусь составляет не более 1 недели. Друзья, в моей мастерской есть весь необходимый удобный инструмент для проведения сварочных работ. Но сегодня я влезу в шкуру новичков, буду работать непрофессиональным инструментом, тем, что попадается под руку. Скорее всего, дрель или шуруповерт, а также электрический паяльник есть и у вас. А фен с насадкой уж точно есть у ваших друзей. Все самое обычное, но с Fulen Polymer. Делаю тест. Разогреваю промышленный фен до 320 градусов. Воздушный поток устанавливаю чуть ниже среднего. Проверяю, есть ли адгезия между прутом и каждой свариваемой поверхностью. Ожидаю полного остывания и пытаюсь оторвать, применяя разумную силу. Прихватка удерживается. Тест пройден. Далее необходимо подогнать отсутствующий фрагмент из донора. Чтобы разметить форму латки, воспользуюсь малярным скотчем. Форма скотча стабильна, соответственно, она позволяет на обоих фрагментах максимально точно нанести разметку. Углы старайтесь закруглить. Тогда повороты шва не будут иметь больших изгибов. Чем острее угол изгиба, тем выше вероятность непровара. Фрезой торцевое сверло вырезаю окно на полмиллиметра внутрь от контура, а на донорском фрагменте на полмиллиметра от контура наружу.
фрезой усеченный конус, сглаживая все неровности реза. Становится идеально. Выставляю заплатку в один уровень с лицевой стороны с основной деталью и фиксирую паяльником. Затем фиксирую паяльником и с внутренней. Образовавшийся пережженный пластик необходимо удалить при помощи фрезы коническое сверло. Если этого не сделать, прочность шва будет ниже заявленной производителем. Обратите внимание, форма конуса фрезы обязательно должна соответствовать углу граней фюлена. Если среди вашего инструмента такого нет, добро пожаловать в наш интернет-магазин. Разогреваю поверхности присадочного прутка и ремонтируемые детали до вязкостно-текучего состояния, до выделения так называемой слезы. Когда поверхности готовы, укладываю фюлен в подготовленную канавку. Это необходимо делать от центра до выхода из порыва. Обращаю ваше внимание, при сварке я оказываю давление на пруток. Часть шва также начинаю варить от центра детали. И на выходе оставляю такие небольшие хвостики. Место выхода из порыва наиболее слабое. Его необходимо защитить замком лентой 8 на 2 мм, который с лицевой стороны укладывается в незначительное углубление, а с тыльной непосредственно на поверхность. Обратите внимание, фрагмент подогнан и сварен таким образом, что если и понадобится шпаклевка, то ее будет очень мало, а механическая прочность детали схожа с заводской. Приделав ручку к чемодану, необходимо монетизировать свои усилия и вложения. Для этого снова приглашаем на официальный сайт fuelin-polymer.com. Предлагаем сервис с незамысловатым названием «Барахолка», где покупатели легко найдут интересующую БУ деталь по каталогу, а продавцы выкладывают фотографии любой восстановленной пластиковой запчасти – бампера, фары или молдинга. Здесь же увидите заявленную цену, регион, а также комментарии от владельца. Большое количество фотографий позволит покупателю определиться с состоянием детали, а в чате сможете задать уточняющие вопросы о способах оплаты и доставки в ваш город. Друзья, благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Теперь вы знаете, что Fuelin Polymer не только продает качественные материалы для сварки пластика, но также предлагает техническую поддержку и дает возможность реализовать результаты вашего труда. Сегодня я работал с самым простым инструментом, чтобы продемонстрировать предельную доступность технологий и материалов. Приглашаю вас в удобный и прагматичный мир Fuelin Polymer.